Каждому саммиту БРИКС уже по традиции предшествует академический форум. Первый такой академический форум состоялся в Москве еще в 2008 году. И сейчас в Дурбане был уже пятый такой форум. В каждой стране-участнице есть национальный центр, который, собственно, объединяет усилия академического сообщества в исследовании проблем, связанных с БРИКС. Выработка рекомендаций – это то, что лежит на ответственности страны-организаторы. Поэтому в этом году, естественно, южноафриканская сторона предлагала в первую очередь повестку дня. Надо сказать, что тема академического форума и тема саммита – это БРИКС и африканский континент. То есть впервые за время всех саммитов тема приземлена на проблемы, прежде всего связанные с конкретным континентом, и те проблемы, которые для него важны, были важны и для академического форума, и будут важны для саммита БРИКС. Это проблемы, связанные в первую очередь с экономическим развитием, с проблемами экологии, с проблемами продовольствия и другими, с которыми сталкивается африканский континент, и которые на первый план выдвигает Южная Африка как лидер этого континента. Но, конечно, обсуждался весь комплекс проблем, и проблем общего экономического сотрудничества, и проблем безопасности, хотя должен подчеркнуть, что как раз для южноафриканских хозяев проблема безопасности представляет наименьший интерес из всего того пакета, который обычно обсуждается на форумах. Обсуждались и проблемы, естественно, развития академических контактов. Большой интерес в дискуссию вызвала проблема, связанная с разного рода международными рейтингами, которые ставят страны БРИКС на разные не самые хорошие места по основным показателям, хотя порой они этого не заслуживают. Были серьезные предложения, связанные с созданием собственных рейтинговых систем. Я ставил вопросы, и это тоже нашло отражение в решениях академического форума о расширении контактов по парламентской линии и о создании постоянно действующего парламентского форума стран БРИКС. Это предложение, насколько мне известно, будет поддержано и, собственно, на саммите БРИКС в Дурбане. Достаточно серьезное обсуждение шло вопросов, связанных с взаимоотношениями между странами БРИКС и остальным миром, в том числе и с западными странами. Ведь не секрет, что на Западе восприятие БРИКС довольно настороженное. Там часто можно услышать, что это либо реакционно, либо это нежелательный противовес Западу, либо это слишком разные страны, и БРИКС это невозможно, что БРИКС – это страны, которые переживают большие проблемы и тянут друг друга назад, вместо того, чтобы тянуть вперед. Хотя, безусловно, что в современном мире страны БРИКС выступают как локомотивы развития. И если мировая экономика и темпы развития самих стран БРИКС замедляются, это не потому, что у них что-то идет плохо, а потому, что им приходится тащить все более тяжелый состав, в котором некоторые из вагонов очень здорово тормозят, в том числе и страны, представляющие западную экономику. Обсуждались, конечно же, и вопросы, связанные с институционализацией. БРИКС – это действительно очень важный вопрос. В настоящее время еще даже непонятно, как назвать это объединение. Это не альянс, безусловно, это не организация, это некий формат сотрудничества. Хотя формат, становящийся, на мой взгляд, все более и более значимым в современном мире. И на прошлом саммите речь шла о создании некого виртуального секретариата БРИКС. Я думаю, в общем-то, сейчас настало время уже создания некого реального механизма, который бы состоял не только из шерпов и сушерпов, но и из какого-то хотя бы зачаточного аппарата. Обсуждался вопрос о создании и формате банка БРИКС.
Ясно, что это будет процесс достаточно непростой, но принципиальные решения, насколько мне известно, приняты. И это будет банк, который не только будет обслуживать страны БРИКС, но и будет выступать в роли такого банка реконструкции и развития, типа Европейского банка реконструкции и развития или даже Международного валютного фонда. И не исключено, что такой банк может оказывать помощь в ситуации, например, подобной кипрской, когда какие-то страны могут нуждаться в серьезной внешней помощи. Тем более, что страны БРИКС – это именно те государства, у которых сейчас есть деньги, в отличие от западных стран, которые испытывают очень серьезные долговые проблемы. Проблемы расширения БРИКС – тоже постоянно дискутируемая тема. В общем-то, если говорить о мнении академического форума, он состоял в том, что в настоящее время важнее углубление сотрудничества внутри БРИКС, хотя уже сейчас существует 25 форматов сотрудничества, которые названы в Делийской декларации прошлого года. Тем не менее, вот углубление, институционализация сотрудничества более важны, чем расширение, хотя список кандидатов достаточно широк, и он продолжает расширяться к тем странам, которые традиционно проявляли интерес к сотрудничеству с БРИКС, такие как Мексика, Аргентина, Индонезия, Южная Корея, Турция. Недавно еще добавился Египет, президент который заявил о том, что в какой-то отдаленной перспективе, если страна встанет на ноги, она тоже хотела присоединиться к клубу БРИКС. БРИКС – это неординарное образование на современной международной арене. Я не вижу какого-то другого объединения, которое бы развивалось вот в таком формате. Я думаю, что можно сказать, что БРИКС во многом отвечает вот этой новой тенденции сетевой дипломатии. Новое образование, оно активно вовлекает в свою орбиту не только государственные ведомства, общественные организации. Речь идет о том, что БРИКС как бы обращен к гражданскому обществу всех стран-членов пятерки. В этом есть огромное преимущество, но, наверное, есть и свои недостатки. Я думаю, что до сих пор, а мы имеем в истории БРИКС 6 лет, проделана огромная работа. Но вместе с тем БРИКС развивается экстенсивно. Он вовлекает все более широкую тематику. Он вовлекает все больше министерств, ведомств, общественных и научных организаций. Он работает на фронте академическом, он работает на фронте парламентском, как сейчас. Саммиты сопровождаются предпринимательскими форумами. Вместе с тем, и, наверное, вот вопрос об институционализации – это вопрос об упорядочении. Вопрос все-таки о том, чтобы в конце концов определиться с моделью. И с этой точки зрения БРИКС должен решить задачу самоопределения. Он должен продемонстрировать миру новый тип международной организации, международного объединения. Потому что миссия, она связана с вызовами современной переходной эпохи, они очень серьезные. И если БРИКС не сможет адекватный ответ найти, я думаю, что довольно скоро произойдет дискредитация этой организации. И страны-члены, которые полны политической воли нести дальше и совершенствовать этот проект, не склонны терять темп. С этой точки зрения, я думаю, что южноафриканский саммит, он как бы подводит итог определенный. Это этап установления. И он должен открыть, в принципе, этап того, что я бы назвал, может быть, не совсем удачно, самоопределение БРИКС, того, что можно было бы назвать институционализацией БРИКС. Я думаю, в принципе, сам мотив появления исторический,
БРИКС, он связан с тем, что, в общем-то, прежняя система глобального регулирования, последний кризис глобальной экономической, что она не функционирует, прежняя система. Более того, она совершенно не учитывает интересы новых центров мировой экономики и мировой политики. Поэтому БРИКС призван к тому, чтобы найти новое равновесие, или, скажем иначе, потерянное равновесие в современной международной системе. И это очень серьезная, я бы сказал, в какой-то мере эпохальная историческая миссия. Ответственность очень высокая. И коли есть очень высокая ответственность, поэтому нужно очень серьезно относиться к механизму БРИКС, к построению структуры внутренней БРИКС, системы отношений с другими, как принято сейчас говорить, акторами международных отношений. Поэтому, несмотря на то, что Южноафриканский форум, он как бы несколько смещен на регионально-локальную тематику, он, тем не менее, должен решать глобальные задачи. Я думаю, что в этом плане должно что-то проявиться, и зависит, конечно, от того, чем наполнена сегодня политическая воля глав государств и правительств. Насколько она созрела, эта политическая воля, для открытия нового этапа. Но если не на Дурбанском саммите, то, несомненно, на следующем саммите в этом направлении должны произойти крупные сдвиги, на мой взгляд.